Сейчас я еду на берег Красноярского моря, там стоит деревушка небольшая на берегу, она довольно маленькая, и там произошел странный случай, который меня заинтересовал и который я постараюсь расследовать. Аномальная экспедиция по Хакасии продолжается. Сейчас я приехал на берег Красноярского моря. Ну, морем его называют местное, на самом деле это Красноярское водохранилище. Здесь эти территории не были затоплены, раньше здесь где-то и деревни были, вот, дороги. Но потом построили Красноярскую ГЭС и большую площадь затопили, очень масштабная. Довольно много здесь находится пляжей, баз отдыха, на яхтах плавают, рыбу ловят, очень красивые места. Значит, здесь я буду ночевать на берегу, но ночью, как обычно, я буду не спать, а пойду в одно место. Это вон та деревня вдали. Один из жителей написал и рассказал о некоторых моментах аномальных, которые там происходят. Сейчас поближе я туда, когда стемнеет, поближе туда пойду, я более подробно расскажу попозже. Что ж, я выдвинулся в деревню. Значит, в двух словах расскажу суть. Дело в том, что в доме, в одном из домов живет семья, и у них по ночам раздается голос. Этот голос раздается, как они выяснили, поняли, из-под пола, который у них там находится. Вот где-то, ну как из-под дома, из-под пола где-то. Голос старческий, иногда говорит неразборчиво, иногда какие-то осмысленные фразы говорит. Это их очень тревожит. Это их очень пугает, и они обратились ко мне с просьбой там избавить их. Я, конечно, не такой специалист по изгонению аномальных явлений, но я постараюсь зафиксировать, посмотреть, что там вообще происходит, на месте сориентироваться. Вот. Они просили не называть их имен, не показывать лиц, то есть все должно быть инкогнито, потому что деревушка маленькая, боятся, чтобы их не приняли за сумасшедших. На таких вот условиях меня пустят. Так, вот он, этот домик, деревенский домик, палисадник видно, ворота покосились. Так, сейчас подойдем, свет горит в окнах. Да, тут хозяева дома должны быть. Хозяину позвонил, жду, когда выйдет. Здравствуйте. Здрасте, проходите. А ворота закрывать? Да не, пусть открыты будут. Хорошо. Вот наш дом. Давайте в комнату пройдем. Так, Николай, смотрите, я записываю, лицо не буду показывать. Да, Мне да, звук хорошо. нужен, чтобы записать историю вашу. Ну, расскажите, как бы, что здесь происходит у вас? Ну вот здесь это и происходит. Из-под пола раздается голос. Как будто старческий, звучит жутко. Бывает много говорит, а бывает не очень. Я с ним пробовал говорить, но он не отвечает.
Мы дом купили, переехали, ремонт хотели делать, но жить невозможно. Жена с детьми у бабушки ночует. Я сюда даже батюшку тайно привозил. Дом осветили, святую воду брызгали, не помогло. Ну, попробуем зафиксировать этот феномен, потом подумаем, какие причины, там, ну, постараемся помочь, все, что в наших силах. Ну хорошо, фиксируйте. Скажите, а когда голос говорить начинает? Ну где-то возле полуночи начинает. Он может даже говорить, когда дома никого нет. Я печь в бане топил, возвращаюсь, дверь открыл, а голос бубнит. Николай, а вы вот один его слышите или другие тоже слышат? Жена тоже слышит. А других мы не пускаем в дом. Не дай бог узнает, какая здесь чертовщина творится, такое начнется. Это же деревня. Ага. Скажите, а вот вы с женой слышите как бы одинаковые слова, звуки? Да, мы сверялись, слышим один голос, и тот же голос. Одни и те же слова слышали. Скажите, а вот какие-то осмысленные фразы голос говорит? Там можно разобрать текст? Ну, говорит он там бессмыслицу в основном, неразборчиво, как будто жалуется. Говорю, ага, понятно. Вот, а откуда он доносится-то, откуда? Вот смотрите, голос звучит из-под пола. Вот здесь под ковром у нас подпол находится. Сейчас покажу. Ну вот он отсюда доносится. Если хотите, можете слазить. Мы оттуда все убрали. Там сейчас ничего нет. Вот отсюда, в общем. Вот, в общем, отсюда звучит. Ага, ладно, понял. Ну, то есть я могу туда как бы открыть, посмотреть, да? Да, можете открывать, смотреть. Все, что нужно, делайте. А, хорошо. Ну это, ладно, я, в общем, пойду тогда. Мы там у бабушки ночуем с семьей. Так, а вы не будете со мной сидеть? Не, я когда голос слышу, у меня давление поднимается. Я даже пару раз сознание терял. Вот тут делайте все, что можете. Помогите убрать эту нечисть, житя совсем нету. Жопа настала. Ну ладно, все, что в моих силах, как бы сделаю, но я как бы ничего не обещаю, сами понимаете, вот это аномальные феномены, их надо изучать, смотреть. Ну, в общем, если как бы получится, да, постараюсь сделать все, что смогу. Ну вы же специалист, постарайтесь, надеемся на вас. Хорошо, постараюсь. Если что, звоните, я пойду тогда. Так, ну что ж, хозяин ушел, оставил меня здесь одного. Разрешил наблюдать, значит, сейчас все осмотрю, все комнаты. Вот, и буду ждать, когда зазвучит голос, постараюсь найти источник, осмотрю подпол. Но сначала гляну все комнаты, которые здесь есть. Вот, это получается, ну, как зал, здесь даже вот кровать. Русская печка, сушатся дрова. Дрова сыроватые, видать, сушат их так аккуратненько. Так, зеркало. Вижу умывальник. Так, и еще одна комната. Зайдем. Так, лампочка есть. А где тут свет включается? Вот выключатель. Так, значит, здесь две кровати, комната маленькая. Вот. Здесь. А здесь что получается? Проход есть, печка. Вот, окно. Так, ладно. Так, ну вот, значит, осмотрел. Ну, получается, три комнаты. Одна такая кухня с печкой, вот здесь, где я сейчас нахожусь. Следующая маленькая спальня, две кровати там стоят. Вот, большая комната. Самая большая комната. Вот это. Зал, ну и тоже по совместительству спальня получается. Кресло, диван. Вот тут два шкафчика. Вот еще шкаф находится. Ладно, сейчас открою подпол, посмотрю, что там.
Сейчас посмотрю, что там внутри. Так, вот пол. Подпол маленький. Значит, обшит досками. Здесь вот какая-то чурка стоит. Еще доска. Вот. Сейчас я туда спущусь. Посмотрю, как это изнутри выглядит. Что там у нас творится. Так. Раз. Чурочка здесь стоит для того, чтобы можно было встать. Вот. Значит, ну что ж. Спускаемся вниз. В подпол. Что ж, тут смотреть-то сильно особо и нечего получается. Так, это пол. Так, тут доски какие-то обделаны. Значит, что получается? Все, вот маленький такой подпол. Хранят картошку. Здесь еще какие-то там продукты. Вот, немножко прохладно зимой. Вот, ну что ж, ну сижу. Пока что вот я здесь нахожусь, еще не слышал, чтобы кто-то что-то говорил. Никаких голосов нет. Может быть, я здесь активность какую-то навожу и мешаю, может быть, ему. Хотя, если хозяин говорит, голос говорит сам по себе, ни от чего не зависит, не привязан там никаким людям. Да, ну, надо ждать, надо ждать. Ну, не знаю, может быть, здесь сидеть ждать. Может, здесь кто-то заговорит. Вот. Ну, я оставлю, наверное, подпол открытым. И сейчас вылезу, посижу наверху. Здесь не очень удобно на корточках сидеть. Вот. Ну, вот здесь зато я нашел друга одного. Сейчас покажу. Может быть, это он разговаривает. Вот он, друг, он тут живет. Так, значит, сейчас выйду в ограду, осмотрю дом снаружи, посмотрю на стены, на окна, как все это выглядит. Какие-то постройки, может быть, там есть. Вот такой быстрый экспресс осмотр сделаю, затем вернусь и буду ждать голоса. Так, выходим. Двери закрываем за собой. Так. Вот я во дворе. Так, вижу здесь дрова. Ага. Топор. Все запомнил на всякий случай. Вот это веранда. Там тоже какая-то сараюшка. Так, а вот здесь вот так стена дома. Так, ладно, сейчас я выключу фонарик. Подойду к окну и посмотрю туда. А вдруг там кто-нибудь из шкафа вышел и ходит. Никого не видать. Ну что ж, продолжаю дальнейший осмотр объекта снаружи. Так, что здесь у нас? Какая-то телега. Так, ладно. Здесь какой-то сарай. Вот колонка. Вот люди воду качают. Ага, из скважины. Чистую воду пьют. Не из труб. Так, здесь у нас что? Теплицу вижу. Так, тут еще какая-то постройка. Печка. Это баня, наверное. Да. Что-то свет горит. В баню не надо подходить, вдруг там кто-нибудь моется. Не, никого нет. Так, ну это огород. Так, ну что ж, осмотрелся. Я надеюсь, эта баня не соседская, а то объясняй потом, какие аномальные явления тут еще. Вот туалет вижу. Ага. Ну что ж, ладно, в принципе, тут понятно все. Снаружи я дом видел. Все, можно возвращаться.
Ну что ж, осмотр произвел, ничего подозрительного не обнаружил, все чисто, спокойно. Вот, вернулся сюда, сейчас буду мониторить обстановку в доме. В общем, голос раздался. Я, правда, не разобрал, что он говорил. Ну, так неожиданно было, как кипятком его жгло. Вот. Сейчас тишина, но мне показалось, что не то, чтобы вот с подпола вот с этого, а как будто вот где-то наискосок, где-то как будто с той стороны дома, может, с дальней комнаты. Вот, может быть, я сейчас так, или посидеть, еще послушать. Нет, сейчас я пойду посмотрю ту комнату. Так. Так, что? Здесь тишина. Так, антресоли какие-то. Ага. Так, это что? Так, а здесь что? Здесь не играет, а здесь... Что-то... Так, не понял. Ё-моё. Еще какие-то доски. Это что такое? Это что? Еще один подпол или что это? Получается, еще один подпол. В общем, доски точно такие же, как в той комнате сделаны, так положены дощечки. Значит, что? Сейчас ковер аккуратно отодвину, доски уберу. Надо посмотреть, что там находится. Открыл какой-то металлический ящик. Тут какая-то яма. Не знаю. Так, посмотрим. Что? Камеру опущу. С другой стороны что там? Так, ладно. Сейчас спущусь вниз. Ящик на ящик ставил, чтобы он меня бы выдержал только. Так, спускаюсь вниз. Тут поаккуратнее быть. Не знаю, что там. Крышка. Вот и ящик. Ладно. Так, кирпичи. Так, с этой стороны. Тоже кирпичи заложены. Так, тут... А, тут отдушина получается. Да, ладно. В общем, получается... Ну, яма, может быть, отсюда голос раздается. Короче, я принимаю решение посидеть здесь, послушать. Потому что, когда я был там, то голос мне показалось, шел какой-то вот с этой комнаты. Где-то вот это направление было. Здесь, конечно, как-то жутковато все. Земля, тут... Стены-то не обделаны досками. Я вижу. Ну, этот дом, тут ничего не должно порушиться. Вот здесь отдушина, где люди закрывают
вентиляцию воздуха, скажем так. Вот, ну что ж, посижу здесь, вот, послушаю, может быть, что-то здесь услышу. Алло, Андрей, ты где? Что у тебя происходит? Паша, это ты? Я чувствую у тебя сильный отток энергии. Ты где? Короче, я в Хакасии, на аномальном объекте. Я тебя час удаленно подпитываю. Как ты себя чувствуешь? Нормально чувствую себя, уже лучше. Это что, ты меня в чувство привел? Оберег, который я тебе дал, отправил мне сигнал. Рассказывай, что у тебя? Короче, я в доме, а здесь из-под пола звучит голос по ночам. Люди жить не могут. Вот, я нашел источник. Это старый подпол. В общем, я сюда залез, сидел. Голос стал говорить. А меня выключило, прям накрыло жестко. Быстро, пока не повторилось, ищи подклад. Чего найти? Не понял. Подклад. Сверток, мешочек. Что-то странное. Хорошо, сейчас посмотрю. Ищи мешочек. Руками не трогай. Положи его во что-нибудь и вези ко мне. Паша, в смысле к тебе ехать? Я в Хакасии нахожусь. Мне до тебя ехать 5 часов. Хоть 10 часов. Ищи подклад и вези ко мне. Дело очень серьезное. Мы должны успеть. Ладно, понял. Сейчас посмотрю, что там. Обычно это мешочек завязанный. Мешочек, хорошо, посмотрю. Ни в коем случае не прикасайся руками. Ищи мешочек. Да понял, я понял, Паша. Все, сейчас ищу, смотрю, подожди. Какой мешочек, нету ничего. Нету. Ладно, здесь что? Нету ничего. Так, а здесь. Так, что, какой мешочек-то, не понял. Так, а здесь что? Взяли. Ты что такое? Что за херня? Что, вот этот мешочек, что ли? Так, что, Паша сказал, руками не трогать. Вести к нему. Так. Так. Ладно. Так, это есть. Так, что еще? Палка. Что-то есть. Как его вытащить-то? Втаскивайся. Вот так. Ладно. Получается так. Что-то надо еще найти. Поддеть надо чем-то. Так, какой-то ящик. Что там? А, гвоздь. Так.
тихо. Давай, давай. Что это за хрень вообще? Оперный театр. Так. Аккуратно. Только бы не задеть, Паша сказал. Но Паше надо доверять. Что это за хрень-то такая? Так, ладно. Надо убираться отсюда. Так. Так, сейчас. Сейчас. Так. Значит, что тут? Кепку. Так. Тут что, подпол открыт? Ладно. Пусть открыт подпол. Стоит. Это хрень. Так, берем аккуратненько вот так, чтобы не задеть. Тихо. Так, на выход. Фонарик. Так, сейчас. Так, фонарик включается. Так, аккуратненько берем. Так, на выход, все. На выход. Так. Ладно, не задеть, чтобы палец не задело. Так, идем.